Всем большой привет! Я Марина. Многие из вас интересуются дизайнами ногтей, чему я очень даже рада. И в этом видео покажу подробно, как выполняются эти дизайны. В дизайнах использованы разные техники, разные материалы. Все дизайны скоростные, быстрые и несложные в исполнении. Для удобства просмотра это видео будет разбито на две части и выйдет в двух частях. Если у вас будут вопросы, обязательно пишите комментарии и не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали, и нажать колокольчик. Желаю вам приятного просмотра. Для дизайна использую бежевый оттенок и после просушки покрываю матовым топом. Смешала белую и черную гель-краски и скошенной кистью рисую вербу. Желтым цветом расставляю акценты. Тонкой кистью добавляю мелкие детали и прорисовываю листья. Использую жидкую фольгу, дополняю ею дизайн. Перекрываю матовым топом и дорабатываю вербу верхней прорисовкой с помощью белой гель-краски. На белом фоне простым карандашом я сделала разметку ветки. Светло-зеленым цветом кистью колонок 1,5 намечаю основание листьев первого ряда и растушевываю их к центру. Затем сушу дизайн в лампе. Тем же цветом наслаиваю второй ряд листьев и задаю им направление. После просушки темно-зеленым цветом я расставляю тени и растушевываю их чистой кистью, смоченной в базе. Затем просушиваю дизайн. Добавляю неоновый зеленый цвет на внешний край всех лепестков. Покрываю дизайн матовым топом и по-сырому, не просушивая, ставлю неоновые точки между листьями. Затем сушу дизайн в лампе. Тонкой кистью и черной гель-краской без липкого слоя делаю верхнюю прорисовку. Старайтесь провести максимально тонкие линии. Обратите внимание на то, что листья я не обвожу полностью, оставляю пустые промежутки. Осталось просушить, и дизайн готов. Намечаю середину цветка бордовой гель-краской.
и хорошо тушую цвет, чтобы смягчить границу. Добавляю розовый цвет, заполняю им большую часть дизайна. Завершаю градиент теплым желтым оттенком. После просушки темно-фиолетовым гель-лаком дублирую середину цветка, далее сушу дизайн. Гель-краска белого цвета намечаю первый ряд лепестков. Старайтесь сделать их не сильно плотными по цвету, а также делать промежутки между лепестками. Перекрываю тонким слоем топа и сушу. Выполняю второй ряд лепестков. Они уже короче предыдущих и заходят на часть нижних лепестков. Также оставляю промежутки и рисую их чуть плотнее по цвету. Перекрыла топом, просушила дизайн и выполняю третий ряд лепестков по тому же принципу, как и предыдущие. После перекрытия топом рисую верхний ряд лепестков. Они самые короткие и плотные по цвету. Их топом перекрывать уже не нужно. Просушила дизайн и дополняю лепестки тонкой прорисовкой кистью синтетикой 7 мм. Блестками с топом дублирую середину цветка, просушиваю и дизайн готов. Покрываю типс молочным гель-лаком. Сушу и переношу первый стемпинг рисунок. На базу добавляю по краям типса кусочки паттали. Прозрачным голубым оттенком перекрываю дизайн в 2 слоя. Переношу второй рисунок и добавляю мелкие детали кистью. Дополняю патталь хлопьями юки. Беру те, которые ярче по цвету, чем патталь. Перекрываю весь дизайн матовым топом и после просушки прохожу глянцевым только те места, где крепилась патталь и хлопья. Дизайн готов.